войсках по войне. Снова на Карельском перешейке, на финских позициях переходных по зимней войне. Снова приехал тут. Пока мои товарищи, коллеги, друзья не могут составить компанию, выбраться. Ну вот я выбрался, но в этот раз пошел в другое место, там, где мы прошлой зимой с другом копали блиндажи финские. Это вот здесь вот было. Вот. И чем интересно это место, это тем, что здесь блиндажи и палатки находятся по парам. То есть здесь такой пятак, городочек, и у каждого блиндажа есть своя палаточка рядом. Они прямо парами так и расположены. Вот сегодня пришли, будем копать вот тут блиндажик такой вот. Глубина у него непонятно, что почему-то где-то пролетает на полметра, где-то на метр, по-разному, в общем. Где-то глубже, где-то меньше. В общем, будем копать, посмотрим. Он только сильно заросший молодняком всяким, не только. Вот. Ну, поглядим. Вот он идет, и здесь у него вот пошел выход. И здесь такой проходик у него есть. Вот как раз, пожалуйста, палаточка проходная у него слева. Тут тоже типа вход-выход. Хотя здесь, может, окно было, ну не знаю, может, проход был. В общем, что-то такое. Ну вот палатка. Палатки сами, они, естественно, не глубокие, то есть в середине тут штык лопаты максимум. Тут все прозванивается приборами. А вот вдоль стен, в принципе, грунта больше всего навалено. Там до чего-то можно и не дозвониться. Ну, по-хорошему, надо, конечно, выкапывать. Я здесь одну палатку только раскапывал. Ну, находки были. Как-то было несколько лет назад. Вот. Эту палочку тоже надо будет посмотреть. Я тут с прибором пробегался, и недавно вот как раз тут был найден колпачок от гранат финской, латунная консерва, там какая-то жесть, насос, из которого сделали длинный напильник. Ну, в общем, что-то попадалось. Вот. Здесь вот на проходе копанул рубашку от РГД, осколочную, РГД-33, наши гранаты. Вот. В общем, поглядим. Сейчас надо собраться, разобраться, попить чайку. Вот. Ну и начнем тут расчищать. Начнем, наверное, спереди. Возьмем перед. Сколько сегодня возьмем, не знаю, потому что непонятно, сколько брать, потому что, говорю, с глубины непонятно. Он то так щуп летит, то так летит. В общем, может быть грунт такой мягкий, а может, ладно, посмотрим. В общем, примерно квадрат наметим, а там разберемся. Березка, конечно, вот это тут. Как-то ее надо будет обкапывать. А вокруг это очень прям неудобно, мягко говоря. Вот, ну, что делать? Ну что, раскидал снежочек. Он туда и сложил. Вот, там может нам пригодится. Вот, такая вот площадочка. Где-то, наверное, треть блиндажа. Ну, нормально. Сейчас начнем. Прозвенел сверху вот площадку, которую собираюсь раскапывать. И уже есть кое-какие первые находки. Первая находка была вот, смотрите, это магазин от финского пулемета ручного Лахтиса Лоранта. Сохран такой прям хороший, песочный, верховой, крепкий. Вот такой вот магазин. Вот, потом что тут? Винтовочный патрон, тоже финский. Вот. Ну, как раз вот они, вот так вот. Какая-то железка. И вот еще тоже что-то раскуроченное, железное. Непонятно, что это такое было. Вон клепка алюминиевая. Что-то непонятное. Ну, уже какие-то находки даже есть. Ладно, сейчас
И будем выравнивать всю эту площадку, дальше прозванивать и углубляться. Так, ну что, зацените масштаб раскопок. В общем, разобрался я, что тут щуп местами улетал, местами не улетал. Где-то полметра, где-то метр. Короче, просто грунт, песок довольно плотный. А глубина блиндажа 2,5 метра оказалось. Вот сейчас щуп по ручку воткнут. И не хватило ему еще до пола где-то сантиметров 10. Вот. Так что треть блиндажа я сегодня не возьму точно. Это вообще блиндаж, одному брать не вариант. Тут по-любому нужен хотя бы один хороший друг. Вот. Лучше, конечно, четвером такую махину брать, но, по крайней мере, вдвоем можно. Не знаю, по зиме получится нет, это потому что большая яма будет, она будет промерзать просто, ее даже не закрыть ничем толком будет. Так что, не знаю, возможно, сегодня возьму вот эту часть, это получается где-то 1/6 блиндажа. Вот. Потом, скорее всего, он будет быстро промерзать. И по зиме, наверное, его не сможем взять с товарищем, когда он тут расчехлится скоро, я надеюсь. Поэтому вполне возможно, что этот блиндаж останется на послезимнее время суток. Так что так вот. Вот. Ну, пока копаю, ничего не вылезает, кроме проволоки. Вот кусок, это боковая стенка, подсумка нашего еще царского, кожаный. Песочек. В общем, так вот. Ну, вообще, раз такое дело пошло, покажу вам чуть позже еще 2 здоровенных блиндажа тут финских, то, что мы копали с товарищем прошлой зимой. Вот. Ну вот, посмотрите. Гигантов. Так, ну что, вот такая вот у нас яма получается. Ну, еще вот это уже до сюда, это 2 метра, плюс уже бруствер. Вот, это еще полметра. В общем, полметрика, и мы в дамках. Можно будет посмотреть, что же там снизу на полу. Вот. Я уже подустал. Странная конструкция какая-то была. Вот здесь вот стенка такая с бревен идет. Вот, видите, стойка угловая была. Вот. А сюда ближе, вот где-то в этом месте она заканчивается стенка, стойка. Потом сюда идет выступ полметра. И пошла следующая стенка. Я просто бревна вытаскивал, развалившиеся. И вот видите, уже следующая стойка вот аж где. То есть тут полметра. То есть такой ступенькой идет так, и потом вот так вот пошел. Не знаю, зачем так было задумано. Ну, зачем-то вот так вот было сделано. Фух, сейчас передохну и в бой. Надо набивать, еще пока не стемнело. Вот. Ну, а время потихонечку подходит к вечеру. Ну, пока еще день. Ну, дни сейчас короткие. Так, ну что. Одну что блиндажа я докопал. Видите, какая яма. Огромная просто. 2,5 метра. Вот. Сейчас пойду собираться, расскажу, что я тут нашел. Процесс показывать не получилось. Тут яма здоровая, не напрыгаешься из нее. Плюс темно и время поджимает. Так, все, идем. Ну вот смотрите, что тут. Первым вылезло ведро.
Вот оно. Ну, это понятно. 2 плащ-палатки было. Но, это естественно, что ж, они столько в земле 80 лет пролежали. Уже больше 82 года. Вот, видите, но даже ткань не то сохранилась. Вот эта вот темная такая, она с стальной фурнитурой была. Совсем так потлела. А вот эта вот такая светлая с фурнитурой этой, как его, цинковой. И смотрите, как сохранилась прям, ну, такими здоровыми кусками. Вот. Видите, это палатка. Да я так еще выдергивал там. Вот, что времени мало было. Вот. Спустя столько лет. Вот, просто шерсть хорошо сохраняется. Вот, а палатки-то они совсем не из шерсти, они сохраняются. Не сохраняются они. Так. Я вот с собой забрал. Ткань не часто находится. Иногда, когда большие куски находятся, а вот, как видите, тут довольно большие куски. Вот. И они могут пригодиться или на поделки на какие-то, или еще на что. Там тут свернуто, правда, сейчас. Но большая просто. Большой кусок. Вот. Ну, просто можете посмотреть. Вот эти ткань местами настолько сохранилась, что видно даже ниточки, строчку. Все видать. Ну вот. Так что может пригодиться. Вот видите, вот это даже того времени вот порвано. Порвал кто-то палатку. И вот дырка образовалась. Даже не отверстие. Ну, вот такой вот цвет. Это палатка на Первую мировую войну немецкая. Вот. Финны всякое барахло использовали немецкое с Первой мировой войны. В том числе там каски, рогачи. Ну, вот палатки вместе с колышками с ихними. Всякие фляги. И эти, как называется, котелки. В общем, было дело. А это пускай будет пригодиться для чего-нибудь. Есть уже кое-какие мыслишки. В общем, пускай будет. А там поглядим, может, мы и еще найдем. Может, еще больше. Может, вообще какую-нибудь уже более-менее целую. Потому что в этом блиндаже уже в углу 2 палатки. Кто знает, что там дальше будет. А сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, Лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у Деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, и есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у Деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Так, что там, веник был, консерв штук 5. Такая баночка из-под конфет. Может попробовать почистить. Может быть, что, может не будет. Посмотрим. Ну что ж, банку я вот помыл, думал, хоть, ну, вообще железо-то крепкое, сохранилась-то хорошо банка. Но краска часто бывает... Железо сохранилось, краска вся облетает. Ну, тут дырки есть, но неважно, уже в принципе это все равно пойдет на выброс. Вот видите, справа видно еще до сих пор написано Fazer. Но не тот, который Мазер. Фирма Шоколад Fazer и прочие конфетки. Это Монпансье. Монпансье, даже вот видно тут остатки надписи Монпансье. Конфетки, леденцы. Вот такая вот баночка. Это прямиком из Хельсинки. Такие попадаются вот чаще по Зимней войне. По войне продолжению с 41-44 годов редко. Почему-то вот по зимней конфетки чаще
Вот вам это, как это выглядело на самом деле. Также по Зимней войне найдена банка в помойке зимней. Вот так вот. Вот это они вдвоем. Вот сейчас я их расположу, чтобы было видно разницу по сохрану. Ну, сами понимаете. А вот так оно должно выглядеть сзади. Видите, Карл Фазер. И все такое. Ну, что поделать. Но у нас есть неплохой экземпляр. Менпенсия. Видите, Менпенсия Фазер. Так что ничего страшного. Закрутка. Вот, финская граната М32. Колотушки. Ну, такая уставшая. Подуставшая. Вот, колечко. От нее же фарфоровая. Вот. Ну и все, наверное. Какая-то такая стекляшка странная. Необычная. Вот. Взял только небольшую часть блиндажа. В принципе, даже на этой маленькой части находки были какие-то. Возможно, в оставшихся 5 из 6 частей может быть и еще что-то более интересное. Вот. Ну, посмотрим. Вот. Переднюю часть явно уже это до лета только ждать. Вот. А заднюю часть можно попробовать будет и если товарищ расчехлится, можно будет попробовать шибануть. Всем привет! Это снова лунный ландшафт в эфире. Мы с вами на поисках, на раскопках по войне. Сегодня мы с другом вернулись на блиндажный городочек. Привет! Это у нас тут, по идее, финские блиндажи по Зимней войне. Уже больше 80 лет прошло. Вот мы здесь несколько блиндажей раскопали. Сейчас пришли, разыскали по снегу тут вот здоровый блиндаж еще один. Посмотрим, о чем он молчит все эти годы, о чем он нам расскажет. Ну, находки, естественно, в основном тут попадаются финские, советские. Вот, ну, посмотрим. Блиндажик. Блиндаж глубокий, снега еще много. Он оседает, но его еще навалом. Плюс на брустверах вот высоко кидать надо будет грунт. Внутри он еще какое-то дерево заваленное, что работы тут хватает. Ну вот сейчас разгребаем снег. Ну и дальше посмотрим, как там что пойдет. Вот. Вот так вот погодка у нас. Идет снег. Раскапываемся потихонечку. Это пока что мы тут еще выравниваем землю. Еще предстоит тут прилично. Блиндаж здоровый, но самое главное, что он еще очень глубокий. Здесь глубина не меньше, наверное, 2 метров. Пола даже пока не достать щупом. Вот. Он здоровенный просто. Дерево огромное вытащили. Вон булыжники вон такие вот встречаются. Катать придется. В общем, тут очень глобальная работа. Сейчас мы пока тут снег убрали, дерево тут немного начали выравнивать. И то до конца еще не выровняли. Это нам еще где-то полметра снимать грунта, чтобы хотя бы по центру выровняться. И потом еще до низа где-то метра еще 1,5. Вот. Просто гигантский блиндаж. Ну, посмотрим, что мы тут сегодня успеем сделать. Если сегодня половину успеем взять, это будет хорошо. Но объем очень большой. Ой, ну ладно. Будем смотреть, а что тут вздыхать-то. Так, ну вот мы тут копаем уже в кадр не вмещается масштабы раскопок. Ну вот нам еще туда, вот где лопата моя стоит, вниз еще где-то 1,30 метра. И это мы до низа дойдем. Вот так вот и копаем. Только дошли до наката, до крыши.
Доходов, естественно, пока особо нет. Только вот старое ведро эмалированное. Ну, копаем, что делать. Ну, придется не один заход тут, чтобы выкопать эту громадину. Так, нас это вечереет. Ну что, на сегодня мы взяли только четвертинку, наверное, блиндажа. Вот. Посмотрим, когда и что мы с ним дальше будем делать. Грунт снизу вообще нереально выкидывать, потому что глубина тут у него больше 2 метров. Плюс еще отвал тут больше метра. В общем, тут кошмар. Вот. Ну вот, с этой небольшой четвертинки тут вон какие-то железки, петли, видимо, от дыри, пара бутылок водочных наших советских. Одна вон без горлышка, вторая вон целая. Ну, отвертка к винтовке Мосина, остатки от палатки, такие вот люверсы. Кирпич, кстати, вот такой вот финский Томису. Вот такие находили тоже уже. Вот, что тут еще? Это наша масленочка к винтовочке. Вот. Куча битых бутылок еще было. И вот из целого тут еще вот финская такая из-под специй. Бутылечек. Паулик. Плохо видно тут, конечно, сейчас. Тут по кругу написано Паулик, Паулик. И рисочки. Рисочки присутствуют. Крышечки нет, но так целая. Потом такой вот наша бутылочка не частая, скажем так. Это, видимо, какой-то был лимонад. Лимонад, скорее всего. Ну, на крайний случай, пивасик. Такая вот бутылка советская. Так, и вот такая вот банка, скорее всего, я думаю, это финская медицина. Такая вот с широким горлышком. Ну, может, не финская, импортная. Да? Думаю, что импортная. Именно. Вот. Ну, лист железа вон от печки тут. Кирпичей от печки. Масса. В общем, как-то пока что так. Но будем продолжить. Так, ну, блиндажик, в общем, мы этот пока заморозили. Или даже он, скорее, сам заморозился. В общем, смысл в том, в чем? Что... смысл в том, что слишком сам по себе блиндаж очень глубокий, очень много работы. Тяжело его копать, и при этом еще вот снег, лед, в общем, все это совершенно не способствует, поэтому решили подождать, пока весь снег стает, лед растает, земля полностью отойдет, и тогда мы этот блиндаж будем докапывать. Вот, поэтому мы по соседству, тут у нас еще один блиндажик, он поменьше, глубина у него где-то метр, а не 2,5. Вот здесь вот такой вот блиндажик. Вот сейчас мы его и начнем копать. Привет. Привет. Вот. Картинка тут, конечно, из-за контраста получается темноватая, как обычно зимой вот бывает. Но вот, несмотря на то, что весна, очень много снега, сильный очень контраст, поэтому видите то, что, как говорится, темное цветное, оно все такое вот, конечно, темновато получается. Пока уже яму там не расчистишь. Ну, в общем, сейчас будем копать, сейчас чайку и вперед. Финские блиндажи по зимней войне. Будем смотреть, дальше проверять, что тут вообще есть, что попадается. Кто его знает, что там внутри. Это наши были после финнов. И финны, и наши, потом финны, и наши. И, в общем, так все. 2 войны все-таки тут прошло. Ну, погодка ничего, нормально. -10, но
Все-таки по-весеннему пригревает солнышко. Что-то мы, что тот, блин, щупали изначально, что этот. Что-то нам казалось, что глубина-то в районе метра. Ну и со вторым мы тоже, ой, бывает, промахнулись. Потому что, блин, здесь глубина больше 2,60, практически 3 метра глубина. То есть он даже не то, что не меньше, чем предыдущие, он даже, скорее всего, больше. То есть глубже. Вот сейчас, где вот, например, лопаты стоят, вот оттуда до низу еще почти метр. О, поэтому мы не то, что сегодня этот блин весь не возьмем, нам бы хотя бы пятак этот зачистить, до пола добраться, посмотреть, что к чему в задней части блиндажа. Потому что, естественно, пока вверх тут копаешь, кроме крыши ничего, в общем-то, и нет. Вон какие-то вот тут от печки железка, и какая-то жесть, гвозди. Какая-то хрень, короче. Пока ничего интересного. Вот. Ну, сейчас пообедали. Попробуем доехать все-таки до пола. Зачиститься, посмотреть, что там. Просто уже кидать, сами понимаете, весьма проблематично. Вот. Ну, что поделать. Вот так нам в последнее время тут что-то с блинцами повезло. На гигантов. Так, ну с блиндажом мы на сегодня закончили. Наверное, вообще. Ну, в общем, смотрите. Такая мега яма. Это тут еще мы... Это все перекопом тут переворошено. Еще 70 сантиметров там до низу. Вот. Но блиндаж оказался еще частично горелый. И внизу он сырой. Вот, поэтому там вообще... никакого сохрана нет. Видите, какое железо тут. Куча бутылок было. Ну вот, оно либо битое, раздавлено, либо вот такое вот расплавленное. Вот. Он, в основном эти отечественные. Вот был деколончик. Деколончик был финский. Вот. Выборгского производства. Раньше, поскольку это на зимнюю войну блиндаж, то это финский. Потому что потом уже мы стали там производить в этой же таре парфюм. Вот. Это вот большая тара. Ой. Ну и скажу, наверное, так, что докапывать мы его даже не будем. Да? Да. Угу. Потому что 3 метра копать, чтобы вот в горелые там жижи ковыряться. В общем, не вижу никакого смысла. Похоже, что наши сожгли блиндаж этот, поскольку стеклотара практически вся наша алкогольная. Возможно, и финский деколон тоже был использован по неназначению. Вот. Ну а что, тут вот в блиндаже же пили тройной деколон. Явно не душились. Сколько мы там, 5 или 6 шли? Ну, что это, модники там были? Не знаю, я думаю, что нет. Короче, полный алис. Надо теперь что-то прям, ну, реально небольшое. Не глубокое. Ну, вообще, да, обстановку пора менять уже. Мы просто ждем, пока снег растает, гад. Не тает ни хрена. Холодно, на улице минус. Каждый день. Фух. Ладно, мы еще попытаем счастье. Да. Ну, такие вот 2 блиндажа были. Вот. Ну, видите, один сырой. Его докапывать не будем. А второй сухой надо бы докопать, конечно. Но опять же на лето. И вот и плюс сегодняшний блиндаж. Тоже 2 здоровых блиндажа. Надо, конечно, по-хорошему докопать. Ну вот.
И еще как минимум здесь, знаю, есть еще один, как минимум один, тоже такой же здоровенный, глубокий. Ну и в районе 2,5 метров в глубину грунта. Вот. Но, скорее всего, есть подозрение, что есть гораздо больше. Я даже знаю, подозреваю, какие из блиндажей, которые я здесь видел уже раньше, именно такой глубины. Ну, посмотрим, в общем, что дальше будем делать. Вот. Ну, одному, конечно, таких гигантов копать — это перебор. Вот. Надо теперь как-то сюда дома доехать. Вот. Ну, ладненько, все. Надеюсь, было интересно. Всем пока. Ставьте каменные лайки, пишите огненные комменты. Обязательно. Это был Лунный ландшафт. Увидимся. Все. Всем хорошего настроения. Будьте бобры.